Этим видео я обращаюсь ко всем компетентным органам и правоохранительным органам, которые меня только слышат, к европейским органам, которые отвечают за безопасность законопослушных граждан. Я просто не знаю, к кому больше обратиться. Я на самом деле растерян, подавлен и нахожусь в ужасе. Дело в том, что гражданин Российской Федерации Марк Фейгин преследует меня. Это человек, который называет себя адвокатом. Однажды он уже публично разместил мой адрес, хотя человек, находящийся под международной защитой, и начал провоцировать людей на совершение каких-то страшных преступлений. После этого он в очередной раз выложил мой адрес и опять начал писать провокационные посты. Я боюсь, в последнее время я стал плохо спать, я пребываю в ужасе. Я опасаюсь, что может что-то произойти что-то страшное. Ведь этот человек способен на все. За что? За что это все? Только лишь за то, что я подал на этого человека в суд, даже не по уголовному преступлению, а по клевете в мой адрес, по оскорблениям. Я не знаю, каким образом, но я уверен, что у него много связей, и он смог договориться каким-то образом с Киевским судом, потому что мы в Киевский суд просили привлечь кандидата филологических наук, и целое исследование, подготовленное этим кандидатом, о высказываниях Марка Фейгина в социальных сетях в мой адрес, что это оскорбление, это научное заключение, но почему-то судья нам отказала. Мы были вынуждены, конечно же, обратиться и в Высший совет юстиции, и в Высшую квалификационную комиссию судей на действия судьи Комаревцевой. Мне очень страшно, потому что я надеюсь единственное на что? На то, что закон восторжествует. Надежда моя только на это. И надежда моя только на вмешательство европейских органов. Я боюсь Марка Фейгина, потому что, как мне кажется, это человек абсолютно неадекватный. Достаточно вспомнить только историю группы Pussy Riot, этих девочек, которые бесстрашно выступили против путинской диктатуры, помнит весь мир. Фейгин защищал их, а потом начал то одну, то вторую обвинять во всяких мерзостях. Начал публиковать их личные переписки. Что касается Самуцевич, вы знаете, у меня есть внутренняя ее переписка, которую я, безусловно, как снимая себе ответственность как адвокат, выложу. Как так выкладывать переписки, личные переписки своих подзащитных? Но это же просто ниже уровня достоинства любого адвоката, как мне кажется. Значит, я вам зачитываю письмо, которое было прислано с момента ее освобождения. Катя, я повторно прошу тебя. Он зачитывал переписки, личные переписки этих девушек, которые и так пострадали от диктатуры. Он топил их еще больше, на мой взгляд. В итоге девчонки отказались от этого защитника. Я хочу сказать, когда Надя и Маша выйдут, это, конечно, будет особая ситуация. За ней надо просто последить. Что будет? Не знаю, давайте посмотрим. Когда узница, известная всему миру узница Надежда Савченко, наконец-то выпорхнула из кремлевской клетки и оказалась на свободной земле, вдохнула свободный воздух Украины, наполненный живительной силой свободы, не побоюсь повторения этого слова, Марк Фейгин почему-то начал говорить, обвинять Надежду Савченко во всех грехах, начал рассказывать, что она плохой политик. За что, Марк? Это же нож в спину. Была тюрьма, а теперь неудачный политик. Вот я думаю, это самое точное. Он начал кощунственно намекать на связь Надежды Савченко с ФСБ. Но почему так происходит? Почему бывшие подзащитные Марка Фейгина попадают потом, после того, как освобождаются тем или иным способом, иногда без его помощи, попадают потом под критику, под огонь от самого Марка Фейгина? Видимо, кто-то договаривался об этом визите и договаривались через людей, которые вхожи в соответствующие учреждения, ну, прежде всего ФСБ. Я обращаюсь ко всем. Если со мной что-то случится, следует винить Марка Фейгина. Я не знаю, на что он способен, на что способны его люди. Ведь в свое время он хвастал тем, что в Югославии он пришел с оружием на чужую землю. Просто за то, что они верят в Аллаха. Просто за это он готов был убивать мужчин, женщин и детей. И убивал, возможно, потому что если в руках оружие, оно обычно стреляет. Я боюсь этого человека. И я прошу защитить меня от него. В любом случае, я не знаю, возможно, его товарищи могут подрезать у меня
тормозные какие-то шланги в автомобиле. Возможно, на меня могут напасть, когда я буду выходить из дома, когда я буду гулять с собакой. Возможно, мне совершат какую-то, ударят по голове. Я боюсь этого человека, я не знаю, что делать. В России нет закона, мы это знаем, и никто не может остановить этого человека. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто меня слышит, в том числе к УВКБ ООН, которая несет ответственность за мою безопасность, защитить меня от этого человека. Я боюсь, да, мне не стыдно в этом признаться, потому что этот человек, мне кажется, способен на самые страшные вещи. Я очень прошу защитить меня от этого человека. Я близок к нервному срыву. Мои родные и близкие боятся выйти на улицу. Я не знаю, за что это. Если за то, что я подал на него в суд, но ведь это же мое право. Я готов даже не подавать на него в суд. Ну, я вынужден просто продолжить это дело. Но прошу, Марк Фейгин, оставьте меня в покое. Хватит меня преследовать. Пожалуйста, защитите меня от него.